Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы сделаем наращивание на верхние формы при помощи геля. Этот гель мы уже с вами смотрели в обзоре в предыдущем видео. Если вы не видели это видео, обязательно посмотрите. Я делала обзор продуктов Lovely и хотела вам рассказать о данном геле, о том, как легко им наращивать именно верхними формами. И кто смотрит мой канал, знает, что я очень часто делаю наращивание именно верхними формами при помощи геля. Многие спрашивают, что вот каким гелем лучше наращивать, какой лучше подойдет. И я, когда попробовала этот гель, поняла, что именно этот гель лучше всего подойдет для наращивания верхними формами. Если вам нужна информация какая-то об этом геле, вся информация будет внизу в описании под видео, так что заходите туда и читайте. Когда я попробовала этот гель, поняла, что у него очень приятная консистенция, которая помогает как раз таки успеть распределить гель, он не будет сильно натекать и в общем-то он достаточно густой, то есть он вроде бы и самовыравнивается, и при этом густой. Я вот оставила 2 пальчика для того, чтобы продемонстрировать, как это все наращивать. Берем немножко геля и сразу накладываем весь материал на форму верхнюю, без предварительной подложки. Далее мы подставляем на ноготок, подсушиваем в зоне кутикулы 5 секунд, переворачиваем пальчик и подправляем все удобной кистью, для того, чтобы гель не был на коже и, в общем-то, правильно распределился по форме. Далее я рекомендую подсушить 5 секунд в таком положении, именно LED фонариком. И далее уже отправить в лампу на полную просушку, а именно 60 секунд, как рекомендует производитель. Далее я немножко поджимаю форму, пока гель горячий. И все. Далее переходим сразу же к другому ноготочку. Вообще, если вы не знаете, как наращивать на верхние формы и вам хотелось бы узнать, как это делать, и вы просмотрели уже все мои ролики, и вам все-таки не хватает знаний, то я рекомендую вам пройти мой курс по наращиванию верхней формы именно при помощи геля. Там я рассказываю все об этом наращивании. Также поддерживаю во время прохождения этого курса и помогаю выбрать и материалы, и инструменты, и помогаю вообще в любых вопросах, что связано с этим наращиванием. Далее я беру пилочку 180 грит и опиливаю форму. Опилить тут мне нужно совсем немного. Это саму форму и сверху. Потом я убрала тонкой фрезой снизу. Там было совсем немножко ступенек, поэтому я даже не показывала, потому что почти ничего не выпиливала. И хочу добавить гель около кутикулы, потому что на других пальчиках он достаточно плотно лежит около кутикулы, поэтому добавила немного геля. Для того, чтобы приступить к дизайну ногтей, который я придумала, нам нужно забавить хорошенько ногтевую пластину, для того, чтобы у нас была такая более шершавая поверхность. Далее я беру черный маркер. Он должен быть совершенно любой. У меня достаточно такой дешевый, не скажу, что он хороший. Он немного такой бледный. Но мне это не помешало, это же всего лишь фон, поэтому наоборот мне было так даже лучше. Потом я все покрыла топом, тоже от фирмы Lovely, и сушила полное время. Я для чего покрыла топом? Для того, чтобы просто далее уже не портить сам рисунок. Если я что-то стиру или что буду подправлять, то рисунок уже не будет ничем задет. Можно сделать и покрытие базы. Далее я беру цвет 213 номер, очень красивый оттенок. И хочу нарисовать такое слово love на пальчиках, а на большом пальчике сделаю сердечко. Рисуем достаточно жирненько, но стараюсь сохранить одинаковую ширину, чтобы примерно были буковки друг на друга похожи. Если у нас будет какая-то буковка сильно тонкая или толстая сильно, то не будет выбиваться и не будет сочетаться вместе. Поэтому старайтесь сделать их в одинаковом стиле. Далее я решила добавить желтого оттенка и сделать градиент на буквах. Это 204 номер, лимонный неон, очень красивый оттенок. Я поставила сверху желтое такое пятнышко, так скажем, и беру плоскую кисть, точнее просто беру кисть потолще, не тонкую, а потолще. Расплющиваю ее ручками и вот сейчас я на сухую делаю градиент этой кистью, а на самом деле лучше всего взять эту кисть, немного смочить в топе, буквально промазать ее топом там
снять лишний топ. И вот таким немножко намоченным топом, так скажем, кисть в топе, сделать плавный переход. Он получается намного быстрее. Вот на букве В как раз я сделаю более плавный переход именно с моченным в топе. Так что рекомендую все-таки с топом. Далее я покрыла все матовым топом, потому что решила, что нужно сделать матовый. И потом взяла топ от Lovely, глянцевым топом выделила буквы, для того, чтобы они смотрелись более ярче, красивше, и немножко добавила тем самым объем. Вот такой дизайн у нас получился. Как вам такой дизайн? Напишите в комментариях, понравился или нет. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые и полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up